Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная супруга Арчена. Намасте. Многие из вас уже хорошо знакомы с нами, знают Арчена. Арчена – это ясновидящая, Арчена – это целительница, Арчена – это древняя богиня, воплощенная ныне на земле, которая сейчас несет миссию давать людям знания, раскрывать тайное, показывать это как явное. Сегодня тема нашего сюжета – Украина. What I see is there will be some event which will happen all of a sudden. И также я вижу некое событие, которое произойдет внезапно. And it's a very unexpected. То, что сейчас никем не ожидаемо. It will come all of a sudden. Это внезапно произойдет очень. And it will crush everything. И это разрушит все. Like a storm. Как шторм. Yeah, when the storm comes, it just comes and it makes chaotic. It's a very strong energy. Когда шторм приходит, начинается паника, безумие. Вот именно это имеется в виду. This will take place in order for the old energies to leave, to clear up the old energies. И это придет для того, чтобы очистить вот эту старую энергию. So what I see ultimately in the political field of Ukraine, there is very unexpected negative. То, что я вижу сейчас в политической сфере Украины, это то, что непредсказуемое сейчас, очень негативное. Very gravely events. Очень такое, в общем, мрачное событие ждет. And this cannot be resisted anymore. И невозможно этому будет сопротивляться далее. The country's energy has a very strong energy of very similar to the storm energy. Энергия страны, которую Арчена наблюдает, очень напоминает ей энергию шторма. Which is indication that the country cannot be peaceful. Она видит, что страна не может обрести покой. There's a lot of disbalance energy. Огромное количество энергии дисбаланса. Since these energies are so unstable, и поскольку энергия настолько нестабильная, it is always triggering the energy of conflict, the energy of storm from within постоянно создает энергию конфликта, энергию шторма. This is a major energy. Это основная энергия, которую Арчена сейчас видит. What I see here is that this energy will be continuing to serve its purpose because there is a purpose for this energy. И я вижу, что эта энергия будет продолжаться и дальше, что есть у нее какая-то причина, по которой она будет продолжаться. What I see on the contrary is that there is some dark forces which is working. This is an external force. Потому что я вижу, что очень темная сила воздействует в Украине. These dark energies, they operate through fears, they operate through эта энергия conflicts, действует через конфликты, через страх, через агрессию. So when people observe this energy, когда люди впитывают эту энергию, they are not consciously aware, они не пробуждены духовно, that these energies are coming from the external sources. Это может происходить, эта энергия может происходить из внешнего источника. And the mission of these darker forces is to create conflict because they don't want peace. Но эта вот сила темная, негативная, она не хочет покоя, она не хочет мира, это точно. Насколько я понял, если в двух словах подвести черту под этим, что речь идет о глубоком паттерне, идущем из глубины веков, паттерне агрессии, паттерне воинственности, в который легко впадают люди, живущие на этой территории. И это то, как раз, чего надо максимально избегать. То есть духовный рост подразумевает не впадение в агрессию, не впадение в воинственность,
а миролюбие и духовность прежде всего. Do I understand you right that you say that this wrong destructive program what's working, it's program of defense and aggressive, and that to look at this from a higher source, from divine, it should by consciousness to not to follow this program, to change this program. This is karmic lesson. What need to learn Ukraine. Is right? Yes. Ну да, похоже, что я ничего не придумал от себя. Именно это хотела сказать Арчена. What I'm sensing here is also this is a very defensive energy. It's a very strong energy which is coming from the country Ukraine, and this energy is very brutal in a way. И я вижу очень энергию защищающую, такую мощную энергию защиты. And it's a kind of like a very aggressive energy. И эта энергия очень агрессивная. And this always leads into conflicts. This always lead into no peace. Эта энергия внутри Украины, она все время провоцирует конфликт, сражения. And this holds them back. This is like. И эта энергия отбрасывает назад. And currently, I don't see there is forward, progressive, positive, moving forward. И я не вижу сейчас чего-либо, что могло бы изменить это и дать движение вперед. It is same like the boat is tied to a very heavy anchor in the sea. Это так же, как корабль можно представить, у которого очень тяжелый якорь в воде. On the surface, you try to move away. Корабль очень старается двигаться, but you can't because it is tied up to the very heavy но energies. не может, поскольку это якорь его держит очень крепко. They will be facing, I see the energy of bad luck is waiting or just on the doorstep. Иначе я вижу, к сожалению, энергию большой неудачи, которая уже стоит у дверей Украины. And this will be a very, this energy will happen all of a sudden. То, что произойдет, произойдет вот очень внезапно. And this change will be very negative. И эта перемена будут очень негативные. Even if people don't want these events to happen. И даже при том, что люди не будут хотеть этих перемен. But they will unfold, they will happen. Но это произойдет помимо воли. There'll be destruction, what I see. Разрушительные будут процессы происходить. And also there'll be some kind of separation. И будут какие-то разъединительные процессы происходить. These are fated events, destined events. Это то, что уже предначертано, и это будет происходить. And also they're showing me this energy of grief and loss. Также я вижу большую энергию горя и потери. At this time, there will be many revelation of darkness. Will be revelation of darkness. Также я вижу, что откроется много тьмы. And also sort of like emptiness. И пустоты, тьмы и пустоты. There'll be many conflicts. There will be many. Again, I see tears. Я вижу много слез. And this is in a way it will cause separation within the political system. Я вижу это как разделение, развод в политической системе. And also what I see is there'll be some kind of loss here. Я вижу какую-то потерю здесь. Which they were holding on to this very valuable thing for very long generations. I see in the future that there will be loss. И я вижу, что в будущем будут потери. And also what I see is there will be some event which will happen all of a sudden. И также я вижу некое событие, которое произойдет внезапно. And it's a very unexpected. То, что сейчас никем не ожидаемо. It will come all of a sudden. Это внезапно произойдет очень. And it will crush everything. И это разрушит все. Like a storm. Как шторм.
Yeah, when the storm comes, it just comes and it makes chaotic. It's a very strong energy. Когда шторм приходит, начинается паника, безумие, вот именно это имеется в виду. This will take place in order for the old energies to leave, to clear up the old energies. И это придет для того, чтобы очистить вот эту старую энергию. So what I see ultimately in the political field of Ukraine, there is very unexpected negative. То, что я вижу сейчас в политической сфере Украины, это то, что непредсказуемое сейчас, очень негативное. Very gravely events. Очень такое, в общем, мрачное событие ждет. And this cannot be resisted anymore. И невозможно этому будет сопротивляться далее. What is the message of divine for people? Divine wants people to start to see things with awareness. Божественное просит людей смотреть с пробуждением на вещи. And not to follow all these imposed things what they have done on people. И не следовать тому, что они навязали людям. And not to follow all this panic in all this distress energy. Не следовать этой панической стрессовой энергии. Divine wants people to be in their center, to be in their peace. Бог хочет, чтобы люди были внутри, в центре себя. And prepare yourself for the upcoming major changes which is going to happen. Приготовили себя к важнейшим переменам, которые должны произойти. When such events are happening, когда это событие произойдет, God wants you to really to see the true, what is hidden behind this closed things behind. Бог просит вас видеть то, что за этим будет твориться, за спиной. And this is a wake-up call for people enough of sleeping in the grave. Бог говорит, что достаточно спать, пробуждаться пора. It's time for resurrection. Это время для воскресения. And Divine wants to bring this message to our fellow Ukrainians. И Божественное хочет сообщить украинцам. Americans, they are masquerading as friend. Что американцы лишь маскируются под друзей. But this is false. Но это ложь. There'll be a lot of trickery, which will be очень много обмана, which will be played on Ukraine, который будет играться с Украиной. Так в чем же реально заключается этот интерес США к Украине? So what is the real intention USA to Ukraine? What they need from Ukraine? What is real? I see that they have already planned. Я вижу, что у них уже есть у американцев план. In their long-term vision. Долгосрочный очень план. This is due to because there is very uncertainty in USA. Поскольку очень большая ненадежность в самих Соединенных Штатах существует. They have by nature they have very dangerous event, which is upcoming event. Природные условия Америки таковы, что у них надвигаются природные катаклизмы. And they are in conscious awareness of this explosion of this volcano, Yellowstone. И они знают прекрасно о том, что ждет их от вулкана Yellowstone. And due to this, they are planning this in a way like very cunningly. И они планируют это на очень-очень хитром уровне. They know that this event will happen anytime in the future. Они знают, что однажды это событие, то есть идет речь о взрыве Йеллоустоуна, вулкана, обязательно случится. And Ukraine is in the heart of Europe. А Украина в сердце Европы. And this is the best place for them to lay this solid foundation there.
И для них это замечательное, лучшее место для того, чтобы пустить, там, создать свою фундаментальную базу. This is very similar to what happened to Australia. Это очень похоже на то, что когда-то случилось с Австралией. If you look at Australia now, there is no aborigines of Australian people there. Если сейчас вы посмотрите в Австралию, то там уже аборигенов практически нет. This is fully colonized by the Britishers. Это полностью колонизированная британцами территория. So the same energetic and even the physical events they want to bring to Ukraine. То же самое американцы планируют сделать впоследствии с Украиной. European Union, Европейский Союз, they don't view Ukraine as equal partners. Европейский Союз не воспринимает Украину как равноправного партнера. There is a lack of equality and there is lack of mutual respect here. Я вижу, что очень низкий уровень, то есть они не воспринимают как равного и нет доверия. And there is a lot of incompatibility between these two countries. Много несовпадения того, что вот не сходятся энергии. Как бы. And they will never accept Ukraine as an equal country to them. И они никогда не воспримут Украину как равноправного партнера. This is due to, this is a very deep historical reasons. Есть очень глубокие исторические корни у этого. And at the same time, this is also on the energetic frequency, this is a completely two different worlds. И также я вижу, что на энергетическом уровне это два разных мира совершенно. And on the energetic frequency, what I see here is that Europe don't feel that Ukraine belongs to them. Я вижу на энергетическом уровне, что Европа не чувствует Украину частью себя. And they don't trust Ukraine as trusting partners. И они не испытывают по-настоящему доверия к Украине. So, looking at the bigger picture, what I see here is that Когда я смотрю в более широкой перспективе, this is one-sided relationship, which is coming from the Ukrainian. это я вижу, то есть с одной стороны, со стороны Украины, But at the same time, Ukraine is bit ignorance in accepting this truth. но я вижу, что Украина игнорирует, не принимает эту правду. And in their subconscious mind, somewhere there still exists that they belong, that they will one day they will be a part of this European Union. И в глубине они уверены в Украине, что однажды произойдет тот день, когда они станут вот частью этой объединенной Европы. And they will be in union with these forces with the European Union. И они будут вместе с силой Европы. And due to this imbalance between these two countries, because there is И major, создается большой дисбаланс между этими двумя сторонами. they will not achieve any kind of success in this relationship. Я не вижу, чтобы мог произойти какой-либо успех от этих отношений. This will be a very painful betrayal, which will be coming from. Это будет для Украины очень болезненным обманом, So предательством. the message here from the divine is not to rely on the outer countries, not to depend. Послание от высшего истока заключается в том, чтобы не давать себе слишком полагаться на веру в Европейский Союз. And I also see that there will be major changes. Я вижу, что будут мощные изменения. These changes will be all of a sudden. It's a very unexpected upheaval. Это будет происходить нечто совершенно сейчас невидимое, непредсказуемое событие. So if they resist these Если changes, же упираться будут опять в перемены and if they resist these necessary changes, и отменят эти перемены, they will be physical pain and emotional pain.
Будет и физическое страдание, и физическая боль, и эмоциональная. Because this is a major cycle, it's a karmic cycle, Это кармический цикл, which is approaching again. который приходит опять. What I see here is that there will be a very difficult time for Ukraine in the next 10 years. Я вижу, что десятилетие выдастся очень сложным для Украины следующим. All their dreams which they are still planning, these dreams, they will not be fulfilled. К сожалению, те планы, которые есть, надежды, мечты, они не реализуются. There'll be a lot of disappointment here. Вижу, что будет много очень отчаяния. In this period of 10 years, I see many deep-rooted problems which Ukraine has, they will be coming up to the surface. Я вижу, что эти глубокие проблемы, которые есть в Украине, они в следующие 10 лет будут выходить все больше и больше наружу. And also, there will be so much of disappointments. И много будет отчаяния. And God, Divine wants to bring light, especially in this matter. И Божественное хочет пролить свет In regarding to this plan of Ukrainian wanting to be part of Europe. на вопрос о том, что Украина хочет стать частью Европейского Союза. This is very far from the realistic. Это очень отдаленно от реальности. And God wants to say for people that И Бог хочет сообщить людям, due to some reason, следуя каким-то причинам, this is blocked for Ukraine. это заблокировано для Украины. Yeah, but this is only for the highest good for this country. Но это только к лучшему для этой страны. But at the same time also there will be a lot of sadness here. И я вижу очень много печали здесь. And people, they will be experiencing this in the coming future. И люди это испытают в скором будущем. And I see the energy of Ukraine and the energy of Russia. Я вижу энергию Украины, энергию России. This is one energy, this is one home. Это одна энергия, это один дом. Because these energies are, these vibrations are so intertwined together and they have very, very deep roots. Эти энергии переплетены друг с другом, и у них очень-очень глубокие корни. But currently, Но в настоящее время what has happened and what they are showing me is that this is same like a family in a house, and there are siblings, brother and sisters. но я вижу это как семья в доме, где братья и сестры. So brother and sisters, they can have conflict. То есть брат и сестра, у них может быть конфликт. But they are from the same home. Но они из одного дома. What I also see here is that И также я вижу здесь there is this energy of empathy. Здесь большая энергия эмпатии. There is energy of compassion here. Ну, то есть энергия сопереживания. But these energies are in the subconscious collective. Но это на подсознательном уровне, коллективном уровне. Like I mentioned earlier, things are not as they seem. Как я уже говорила ранее, вещи не такими, какими кажутся. And God wants to know for people И Бог хочет сообщить людям in any kind of events, in any kind of circumstances, в любых событиях intention. Настоящее направление. This is the main factor of any kind of events when they happen between countries or even between people. Очень важно смотреть, что скрываются внутри тех или иных процессов. And also there is this energy of soulmates, energy coming from Russia and from Ukraine. И также я вижу, что это энергия родных душ между Россией и Украиной. Because energies never lie. Потому что энергия никогда не врет. These are the significant frequency of the universe. Это значительные энергии Вселенной. So in the language of vibrations and in the language of energies, На языке энергии, вибраций
Currently, there is a disbalance between, В настоящий момент это дисбаланс, and these energies of conflict. и это энергия конфликта. This is present in the collective, Это вот в настоящем моменте в коллективном присутствует. but there will be opportunity for this both countries. Но будут еще возникать шансы для обеих стран For the renewal of relationship, для обновления взаимоотношений. if this both countries, if they decide to come together, Если они решат мириться, there will be a lot of abundance which will be flourishing from these two countries, то открываются огромные перспективы для роста обеих. and there will be a lot of good luck coming in. И удача открывается обоим государствам. Ну а сегодня, вот завершая эту тему, давайте все-таки прежде всего поблагодарим Арчену. Спасибо, Арчена. Спасибо. Спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Мы ждем вас в наших следующих видео. Добро пожаловать на наш канал. Namaste.